Сегодня мы поговорим о ревматоидном артрите с комментарием врача-терапевта. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Ревматоидный артрит – самое частое хроническое воспалительное заболевание суставов. При ревматоидном артрите происходит условный сбой в иммунной системе и начинается выработка антител к собственным тканям синовиальной оболочки, выстилающей полость сустава. Причины ревматоидного артрита остаются неизвестны. Считается, что ведущая роль принадлежит генетике, которая реализуется только при воздействии определенных внешних факторов. Курение, дефицит витамина D, беременность, нарушение микробиоты кишечника. Да, и роль какого-то конкретного гена не доказана. Есть ассоциация с несколькими генами. Как ревматоидный артрит проявляет себя в самом начале. В большинстве случаев отмечается постепенное начало, появляется боль, припухлость в мелких суставах кистей, иногда и стоп, причем изменения эти симметричные, с двух сторон. А важной характеристикой боли является ее уменьшение после нагрузки и усиление в период покоя. По утрам отмечается скованность, причем продолжительная, больше получаса. Пациенты испытывают сложности при сжатии кисти в кулак, при завязывании шнурков и застегивании пуговиц. С течением времени увеличивается количество вовлекаемых суставов, а утренняя скованность все больше удлиняется. Какие анализы сдать, чтобы проверить, нет ли у меня ревматоидного артрита? Если у вас нет никаких жалоб, то сдавать анализы на всякий случай не нужно, даже если в лаборатории у дома предлагают сдать ревматоидный фактор заодно с другими показателями. Ревматоидный фактор – весьма неспецифичный показатель, он не характерен только лишь для ревматоидного артрита, а может быть повышенным и при ряде других заболеваний и состояний. К тому же никаких мер профилактики ревматоидного артрита не разработано, а это значит, что мы ничего не сможем с этим сделать, пока нет проявлений. Есть и более специфичный показатель – антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, но и его повышение не говорит о том, что заболевание когда-нибудь разовьется. Какое лечение существует? Вариантов лечения немного, но и немало. Совершенно точно нужно понимать, что без таблеток нам не обойтись, причем медикаментозная терапия должна быть начата в максимально ранние сроки. Есть такое понятие, как окно возможностей. При раннем выявлении ревматоидного артрита у нас есть 3 месяца, чтобы начать терапию. В этом случае есть шанс, что заболевание уйдет в длительную ремиссию. Кстати, лечение далеко не всегда в таблетках, есть и инъекции. Первая линия лечения – базисная терапия, которую врач подбирает под конкретного пациента, учитывая большое количество факторов, в том числе планирование беременности. Некоторым людям такая терапия не подходит, и даже на такой случай у ревматолога есть варианты лечения – генно-инженерная биологическая терапия, но этот вид лечения труднодоступен, препараты дорогостоящие. Профилактика. Для профилактики развития ревматоидного артрита нет специальных мер, так как мы доподлинно не знаем, что приводит к заболеванию. Поэтому все, что можно сделать – избегать факторов, которые могут стать пусковым механизмом, отказаться от курения, в том числе пассивного. Ограничить прием алкоголя – помним, что безопасных доз алкоголя не существует, избегать стрессов. Поддерживать нормальную массу тела, принимать поддерживающую дозу витамина D, соблюдать гигиену полости рта, качество жизни и прогноз. Бытует мнение, что ревматоидный артрит – это равно инвалидность. Но это не так. Да, ревматоидный артрит поражает молодых людей трудоспособного возраста и, возможно, как потеря трудоспособности, так и сокращение продолжительности жизни у пациентов с высокой активностью заболевания. Но с появлением современной терапии прогнозы улучшились. У пациентов, получающих терапию, как правило, отмечается нормальная продолжительность жизни. Еще больше информации вы можете найти на нашем канале по различным медицинским направлениям и советами практикующих врачей, которые могут вам быть полезны. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!